Сыра в дом, дорогие друзья. Конечно, я очень актуально, спустя несколько недель, добрался до 5-го эпизода «Адского босса», но тем не менее нам стоит о нем поговорить. Ведь в отличие от других 4, именно 5-я серия показала нам огромнейшее количество секретных деталей, на основе которых можно построить многие теории. Поэтому сегодня мы поговорим о тайне Роба Физа, как работают кольца в аду, и что на самом деле происходит с ангельским орудием, а также как его достал Страйкер. Для начала рассмотрим то, что всплывает первым в новом эпизоде. Рекламный щит над квартирой Мокси и Милли. На нем виднеется реклама покупки Роба Физа. Во время представления было упомянуто, что его отправили в парк развлечений с фабрики Большого Ози. Как мы узнаем из трейлера 1-го сезона, завод Ози находится в кругу похоти. Этот круг является одним из 7 кругов ада. Грешникам он недоступен, так как они ограничены только кругом гордости. В этом кругу можно увидеть адских существ, таких как импы. В свою очередь, это здание впервые появляется в 1-м сезоне «Адский босс». Согласно трейлеру, именно туда Столас приходит по неизвестным причинам, а Мокси выступает на сцене, пока его не прервали роботизированные существа. Именно там снова можно заметить этого робота. Судя по всему, данная сцена объяснит, как робот Физ смог снова вернуться в одной из будущих серий. Ведь их огромное количество. Но кажется, этот плакат указывает, что данный робот доступен для покупки почти любому жителю ада, в отличие от более элитных предметов. Но все это отсылает нас к кругу гнева, о котором более чем подробно рассказывается в 5-й серии. Похоже, это в основном сельская местность, где обитает множество диких зверей ада, на которых местные жители охотятся или приручают. Более того, кажется, любой круг в аду имеет свой уникальный цвет неба. Но в отличие от других кругов, в кругу гнева, кажется, происходит гораздо больше всего. Кроме того, название круга отсылает нас к традициям жителей и их достаточно сильной физической подготовки. Круг гнева имеет черты Дикого Запада, выполнен в пустынном стиле. Инфраструктура имеет сельский облик. Можно предположить, что этот круг – основной производитель товаров потребления. В основном тут живут бесы. Небо же имеет коричневато-оранжевый цвет. Также этот эпизод показывает нам некоторых милых местных видов зверей круга гнева, включая демонических свиней, демонических коней, демонических акул, которые, кажется, спокойно могут существовать в крошечных водоемах. Однако нам еще предстоит увидеть большую часть дикой природы в других кругах с отличительными чертами. Например, демонических птиц мы уже могли видеть в городском кафе Пентаграм-Сити. Кто не знает, то у отеля Хазбин есть 2 официальных комикса. Один из таких — отель Хазбин Радио Демон или День в загробной жизни, выпущенный 24 октября 2020 года. Именно там впервые и были показаны первые животные из ада, которые, как вы могли уже заметить, являются точными копиями зверей из реального мира. Еще одна деталь, которую явно многие пропустили и не заметили, касается Блица. Блиц весь сериал показывается как спонтанная личность, демон, у которого вечно творится беспорядок, и в принципе он никогда не был особенно хорош в своей работе. В пилоте он показывается как бестолковый босс, потративший весь бюджет на ненужную телевизионную рекламу. Однако, кажется, 5-я серия полностью указывает на обратное и опровергает все наши ранее предположения. Блиц уверенно идет до финала игр на фестивале, и его бизнес также идет просто отлично. И поэтому можно с уверенностью сказать, что Блиц очень умный и харизматичный демон. А также, как заметил Страйкер, немногие демоны смогли создать бизнес. Конечно, это мало на что указывает, но тот факт, что бизнес – редкость в аду, нам эта фраза точно доказывает. Ну а дальше мы перейдем к теме, которой ни один горе-обзорщик вообще не затрагивал. А очень зря, ведь именно эта область очень важна для полного понимания вселенной Адского босса. 5-й эпизод очень незаметно, аккуратно, но в то же время явно показывает нам систему власти в аду и место гаэтов в ней. Сама структура ада выглядит примерно так. В ней есть 7 ступеней, равное количеству кругов.
Я напомню, что сам Столас находится на 4-й ступени, тем самым ставя себя даже выше Аластера. Плюс к этому Столас и его семья остается единственным видом демонов со своим уникальным статусом в аду. Остальные демоны имеют в себе несколько семейств или видов. На удивление, сатана же употребляется только во фразе «Ох, сатана», что скорее всего является аналогией на фразу «О Боже». Это значит, что сатана для жителей ада является просто религией, и не более того. Физически сатаны в аду нет, и он никогда не появлялся там. У нас нет никаких оснований полагать, что королевская власть Гаэтии находится или когда-либо находилась в состоянии войны. В любом случае сам Столас и его семья привязаны к отдельному виду дворянства, который, по-видимому, неофициально имеет авторитет среди обычных жителей ада. Сама церемония тоже довольно интересна с точки зрения сюжетного повествования. Столас говорит, что открывает полнолуние. Появляется портал, внутри которого уже можно заметить красную луну. Истинная цель этой церемонии, а также происхождение данной луны остается неизвестным. Столас, якобы по его словам, благословляет урожай демонов, и они празднуют этот фестиваль, чтобы закончить и отметить свою тяжелую работу. Но действительно ли этот фестиваль носит только церемониальный характер, или же это открытие портала действительно влияет на урожай? Этого нам так никто и не смог объяснить. Единственное, что мы точно знаем, Столас просто обязан открывать луну и начинать этот фестиваль. Я думаю, что он не просто так хочет это делать, скорее всего, это его обязанность. В случае нарушения которой, возможно, весь урожай испортится или произойдет другое бедствие. Еще большим шоком является то, что собственная жена заказала убийство своего мужа. То, что убийство так и не произошло, однозначно указывает на повторное появление Страйкера в сериале. Кстати, я же уже упоминал ранее, что Круг Гнева и его фермерское сообщество, очевидно, ответственно за кормление всего ада. Несмотря на это, демоны в Кругу Гнева всегда говорят о таком явлении, как война. Они очень сильно ее любят, вечно указывают на свой большой опыт в военном деле и как важно уметь правильно навалять всякому демону голыми руками. Мокси также упоминает о том, как ангельское оружие изменило историю войн. Однако с кем именно случались войны, остается неизвестным. Независимо от того, были ли на их веку военные конфликты, или же они просто о них мечтают, это создает очень интересное противоречие между их простому, размеренному и уютному сельскому образу жизни и к их увлечениям и традициям. Хотя очевидно, что животные, которых они выращивают, определенно могут их как следует покалечить или даже убить. Ведь чтобы их убить, нужна как раз та самая выносливая физическая подготовка, которая, как кажется, есть у всех в этом кругу. Также кажется, что у нас может быть первая роль трансдемона, как бы странно это ни звучало. В этом эпизоде мы знакомимся с сестрой Мили, чей голос очень сильно напоминает мужской. Кроме того, ее рога на голове обладают большими белыми полосками, что отличается от других девушек-демонов, у которых, как мы можем заметить, рога черные, а белые полоски гораздо более тонкие. В любом случае, это лишь небольшое замечание, а не какая-то важная деталь. Мне также любопытно, как в аду относятся к разделению полов. В продолжении темы рогов можно сказать, что мы еще увидим таких трансперсонажей, которые явно попытаются вписаться в современные нормы ада. Вот мы и плавно перешли к одной из интересных тем. В серии показывается интересное и красивое оружие, которое может убивать любых демонов, даже самых высших. Для тех, кто не знает, немного отвлекусь от темы и расскажу чуть подробнее. Ад, по-видимому, страдает от массового перенаселения, которое экзорцисты пытаются решить с помощью массового геноцида и истребления его жителей. Причем, что самое интересное, экзорцисты по факту являются ангелами из рая, которые спускаются в ад и зачем-то очищают его. Указывает ли это на то, что рай исполняет приказы власти в аду, я точно сказать не могу. Однако в эпизоде упоминается, что низшие демоны могут быть уничтожены и другим орудием. Однако каким и как точно нигде не сообщается. Также из некоторых стримов мы узнаем, что все эти смертельные орудия очень популярны на черном рынке.
Видимо, как раз из этого места Страйкер и достал эту винтовку. Конечно, на этом интересные и важные детали не заканчиваются, но уместить все темы в одном ролике просто не представляется возможным. Так что помоги и расскажи мне, какие еще интересные, мелкие или скрытые детали находятся в эпизоде. Самые популярные и обсуждаемые комментарии я обязательно опубликую в ролике, а также расскажу об этой теме. Удачных всем раскладок и вкусных шоколадок!